Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 11 апреля, вторник. И позвольте вам предложить последний свежий обзор последних самых важных событий в мире. Ну и последние несколько дней, они как-то так практически все начинаются с беспрецедентной утечки секретных, сверхсекретных материалов из Пентагона, поэтому я с них и начну. Появились некоторые новые обстоятельства. Установлено, по крайней мере, что касается появления этих секретных материалов в соцсетях США, установлено лицо, с которого все пошло. Ну, то есть это не действительно первый человек, а тот, который стал известен. И это повсюду, судя по всему, подросток. Получается, что в социальную сеть Discord и в локальную группу, которая там имеется, которая обсуждает Майнкрафт, этот пакет документов попал из мессенджера. И уже там, в этом паблике, он находился под контролем человека, которого называли The Kid, то есть ребенок. Ну и судя по поведению, это действительно был то ли ребенок, то ли подросток. Я бы, скорее всего, сказал подросток, потому что те люди, которые с ним общались, или пользователи этой сети, которые общались, они отмечали, что он как-то на некотором этапе встрял в разговор, где обсуждалась Украина. Сделал несколько мудрых, так сказать, замечаний, его проигнорировали, он обиделся, хотел доказать свою правоту и свою осведомленность. И там он впервые опубликовал один из документов или отрывок какой-то, фотографии из этого документа. Ну и там дальше пошло-поехало. Russians, я имею в виду прежде всего пропагандистов, а также аналитиков, экспертов Мордора, они хранят застенчивое молчание. Вернее, как? Они очень осторожно обсуждают этот вопрос, и при этом гробовой тишиной обходя тот факт, что эти документы раскрывают глубочайшее проникновение американских спецслужб в самые сокровенные тайники России, которые имеют место в Генеральном штабе, ГРУ, ну и так далее. Они пытаются, делать вид или искать, а что ж там плохо для Соединенных Штатов, находят. Мы, кстати, с вами это обсуждали. То есть это удар по репутации США и их спецслужб, но дальше это не идет. А что касается удара по России, тем более накануне предстоящего наступления ВСУ, никаких содержательных комментариев со стороны представителя Мордора нет. Но из анализа, так сказать, последних материалов, которые сейчас стали достоянием гласности, на мой взгляд, представляет интерес один из документов, касающийся Египта. Оказывается, в документе, который датирован 17 февраля, говорится, что лидер Египта Аль-Сиси в конфиденциальном разговоре со своим министром по ВПК или военной промышленности дал последнему распоряжение подготовить к секретной передаче в Россию 40 тысяч ракет, а также пороха. Но из этого можно сделать вывод, что действительно в России плохо не только с наличными боеприпасами, но и серьезные проблемы с их изготовлением, поскольку нет порохов, о чем я докладывал буквально несколько недель назад. Это подтверждается. Аль-Сиси сказал, что это нужно держать в строжайшей тайне, как следует из разговора, чтобы не испортить отношения с нашими западными друзьями, как сказал он. Исходя из этого разговора, эта поставка или поставки идут в счет оплаты каких-то услуг, которые Россия оказала Египту.
Конкретно, что это за услуги, не называется, однако известно. В последнее время Египет очень подсел на поставки российского зерна. После того, как Россия начала агрессию против Украины, традиционные поставки украинского зерна в Египет резко сократились, и таким образом Россия стала критически важной для Египта. Возможно, поставка вот этих порохов и ракет и была своего рода формой оплаты. При этом надо сказать, что у Аль-Сиси были все основания опасаться негативной реакции со стороны союзников западных Египта, и прежде всего Соединенных Штатов Америки, потому что США очень серьезно относились к Египту как к своему союзнику еще со времен Кэмп-Дэвидских договоренностей. Во времена Холодной войны Египет вместе с Израилем ежегодно получал по $3 миллиарда помощи. Значит, последние годы эта помощь составляла примерно $1,3 миллиарда. Но последние где-то года полтора-два между двумя странами возникла напряженность, прежде всего в связи с вопросом о правах человека в Египте. США сократили в прошлом году помощь до $1 миллиарда, но тем не менее весьма существенно. То есть Египет готов был пойти на риск, пожертвовать этих миллиардов для того, чтобы что-то там оплатить Российской Федерации. Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. То есть документ датирован 17 февраля. А 1 февраля в Египет, в Каир, приезжал Тони Блинкен и вел переговоры там. Не успел он уехать, как представители правительства Египта поехали в Москву для консультации со своими московскими друзьями. Ну и вот вскоре после этого появился вот этот разговор, и возникла вот эта операция. Средства массовой информации, журналисты американские в связи с вот этой публикацией созвонились или направили соответствующие запросы представителям египетского правительства, и те в замешательстве, значит, начали рассказывать о том, что Египет с начала этого конфликта придерживается нейтральности, мы за переговоры, мы за мир, дружбу, жвачку. Ну, вот так вот такая вот, господа, ситуация. То есть, если со стороны России даже некоторые китайские представители говорят, что публикация, утечка этих документов как-то так подорвет авторитет или скомпрометирует США в глазах своих союзников, то я бы сказал, что эти же документы раскрывают американцам истинное лицо некоторых своих союзников, таких как вот Египет, в частности. Ну а перед этим я вам рассказывал про Турцию. Правда, там было не правительство, а частная турецкая компания, которая вела переговоры с террористической, фактически террористической организацией «Вагнер». Там сложная схема была поставки вооружений из Турции в Вагнеру через Мали, чтобы совсем все это закамуфлировать. Но, повторяю, там не было установлено, что это все было под эгидой турецкого правительства. Но, значит, один из моих зрителей прислал мне интересное сообщение на форум, в котором выразил мнение о том, что а не является ли вот эта утечка этой всей информации хитрой операцией американского правительства для того, чтобы надавить на Турцию. То есть вот опубликовали о том, что частная турецкая компания вела такие совсем нехорошие переговоры. Но не сказали, что к этому причастен Эрдоган. А там скоро выборы. У Эрдогана очень сложная, значит, борьба сейчас идет за переизбрание. И вот с точки зрения моего зрителя, замысел тех, кто сделал эту утечку, мог быть так вот. Послать такой месседж Эрдогану и потребовать от него: мы не будем говорить о том, что мы знаем, что это под эгидой вашей, чтобы вы одобрили и вы были в курсе, мы не будем этого говорить публично, но за это вы согласитесь на вступление Швеции в НАТО. Очень интересная мысль.
И мне она нравится, откровенно говоря, и было бы сюжетом замечательным для какого-нибудь голливудского блокбастера. Но я думаю, что если бы был такой замысел в Вашингтоне, то, получив соответствующую разведывательную информацию, американцы по дипломатическим каналам бы тихо связались с Эрдоганом и, как говорится, порешали бы этот вопрос за закрытыми дверями. Потому что, ну, сама публикация вот этой информации, она уже наносит удар по Соединенным Штатам, поскольку раскрывает их разведвозможности. Вот эта информация и по поводу указания Аль-Сиси своему министру, и по поводу Египта, основной костяк этой информации, вернее, источник этой информации – это Signal Intelligence, то есть Агентство национальной безопасности. То есть какой-то где-то стоял там жучок, где велись эти переговоры. И тем самым где-то раскрывается место, где он может быть, каким образом. То есть этот жучок, есть все шансы, что его найдут или изыщут возможности для того, чтобы его каким-то образом заглушить. Интересно, точку зрения высказала китайская газета Global Times. Я вам напомню, что это фактически рупор Коммунистической партии Китая. То есть это апофеоз, официоз, который можно сравнить, как газета «Правда» была в Советском Союзе. Так вот, с точки зрения китайцев, утечка секретной информации является отражением внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах Америки, что можно трактовать, может быть, в результате вот этой борьбы нехорошей политики администрации Байдена с китайской точки зрения внутри страны и особенно за рубежом. В США появляются люди, которые недовольны этим и готовы бороться. Ну, вот типа как Сноуден, да? Как мы предполагали с вами, что это может быть Сноуден 2.0. И вот, может быть, вот это и привело к утечке. Вопрос номер один. Второй, вернее, вариант номер один. Вариант номер два. В Соединенных Штатах разворачивается президентская кампания. Допуск президента 2024 года. То есть кампания уже на полных парах. Удар нанесен был недавно по Трампу, по его репутации, там республиканцы между собой пока борются. Ну, в общем, ставки высочайшие. Вот из этой статьи Global Times следует, что, может быть, это и является отражением вот этой внутриполитической борьбы. То есть так намекается, что, возможно, это сделали сторонники Трампа. Потому что с точки зрения Global Times самый большой ущерб был нанесен в ходе утечки. Это по репутации администрации Байдена. То есть США, но что такое США сейчас? Это администрация Байдена. Это скомпрометировало администрацию на международной арене, среди союзников там, и так далее. Это интересная постановка вопроса Global Times. Напоминаю, рупора Коммунистической партии Китая. Видимо, очень не любят они там Джо Байдена и демократов, которые сейчас у власти. Ну и каким-то образом эту точку зрения подтверждает в определенном смысле тот факт, что из паблика Discord, куда изначально был сброшен вот этот весь файл с документами, затем он там лежал не менее месяца, и особо его никто не замечал, кроме вот этого ребенка или подростка, который там пару раз попользовался этим документом для того, чтобы похвастаться своей осведомленностью. А вот потом он был переброшен в 4chan. Это тот паблик, который установлен в 2016 году, в 2020 году трамписты использовали для раскручивания жесткого, безумного протрамповского проекта QAnon. То есть уже было это использовано для трампистами для раскрутки информационного скандала. Ну и, возможно, это дало
основания Global Times высказать вот такую точку зрения. Russians. Как я сказал, Russians очень осторожно относятся к тому, что там опубликовано. Хотя некоторые из их пропагандистских центральных передач участники там отмечали, что вот на том этапе, когда из Дискорда файлы переместились в 4chan, вот там-то и произошла манипуляция. Единственная до сих пор установленная манипуляция, в ходе которой поменялись цифры. Цифры, значит, неведомая рука, судя по всему, связанная с Кремлем или с российскими спецслужбами, понизила потери личного состава вооруженных сил Российской Федерации 43 тысяч, это убитыми, до где-то 17 тысяч, и резко повысила аналогичные потери со стороны ВСУ с 17,3 тысяч до более чем 70 тысяч, так смело, широким мазком. Вот. То есть это пока до сих пор единственная зафиксированная манипуляция, которая свидетельствует о том, что там появился российский след. Именно с того момента, когда файлы были переброшены в паблик 4chan. Ну и Russians сами себя предупреждают, уговаривают, что не надо обращать особое внимание, что там говорится по поводу якобы слабости вооруженных сил Украины накануне наступления. Понятно, что основные события, описанные в документах, касаются февраля месяца и касаются таких вопросов, которые решаются за недели, такие как недостаток артиллерийских снарядов, недостаток систем ПВО и так далее, или дислокация частей ВСУ в том или ином районе, они могут меняться в течение нескольких дней, недель и так далее. То есть военные эксперты Российской Федерации понимают, что публикация этих документов мало в чем может помочь России в ожидании, предстоящего контрнаступления. В гробовом молчании обходится тот факт, что документы, вот второе величайшее для меня откровение в этих документах – это глобальное проникновение американских разведслужб, святая святых Российской Федерации, связанных, с ведением агрессивной войны против Украины. В этой связи российские аналитики обсуждают, что ждать в ходе украинского контрнаступления. Но я вот сейчас вам изложу, что они думают, имейте в виду, что это их точка зрения. Они высказывают это публично, это их спекуляции, поэтому никаких секретных сведений о реальных планах ВСУ я не раскрою. Итак, мордорианцы, жители Мордора, эксперты Мордора заявляют, что сейчас главный мощный ударный кулак ВСУ сконцентрировал в центре страны. Они даже называют район, область, но я не буду называть, на всякий случай, перестраховываюсь. И это позволяет ВСУ, с их точки зрения, при принятии решений направить удар в любую сторону. На восток, на северо-восток, на юг, куда угодно практически. Их внимание привлекает еще то обстоятельство, что в основе этого костяка это высокомобильные части, в основе которых находятся БМП, Страйкер, Мордор и другие единицы бронетехники. Обращаю внимание на то, что они скоростные. То есть они предполагают, что речь идет о подготовке стремительных ударов, прорыва на большую глубину. Почему на большую глубину? Потому что у каждой из этих машин обеспечена запасом горючего
в размере там 8-9 канистр на каждую машину. Плюс американцы подогнали еще несколько десятков своих громадных бензовозов, из чего представители Мордора делают вывод, что речь идет действительно о подготовке механизированного, комбинированного, стремительного удара на всю глубину. Отмечается огромное стратегическое преимущество ВСУ в разведке. Ну, тут понятно, о какой разведке идет речь. Это вот та самая разведка, которая проникла в святая святых руководства вооруженными силами России, там, где разрабатываются планы на будущее, на несколько недель, на несколько дней вперед. Хотя они отмечают, что они, особенно на границах, вот в Крыму, на линии соприкосновения с ВСУ, где тоже ожидается удар. Там у них летают беспилотники, там у них есть достаточное количество тепловизоров на вооружении соответствующих воинских подразделений. Поэтому они предполагают, что в тактическом плане разведка будет обеспечена, и внезапного, так сказать, удара даже в ночное время, может быть, можно будет избежать. Но в то же время отмечается, что есть и слабые места у них же. Поэтому, по их мнению, первоначальные удары ВСУ будут носить тактический, то есть характер разведки боем с целью выявления вот этих слабых мест для их последующего глубокого прорыва. Чем ответит Мордор на это? Я вообще должен вам сказать, что они так сами себя поддерживают, подбадривают, что мы встретим, мы ответим и так далее. Но сам факт того, что Россия безуспешно, что интересно, безуспешно побирается по всему миру. Мы знаем про Южную, про Северную Корею, а теперь вот Египет оказалось, что не просто там у них снарядов не хватает, а даже порохов для изготовления снарядов. В принципе, они не могут внутри страны наладить их производство. То есть у них есть все основания испытывать тревогу. Чем они собираются компенсировать? Вот что интересно, не ядерным оружием. Разговор о том, что мы, вот если там в Крыму особенно, Украина начнет бомбить, прорвется, мы там применим. Ну, помните, раньше-то разговоры эти бредовые совершенно были. Сейчас они говорят, у нас появилось конвенциональное оружие, которым мы можем серьезно ответить. И это конвенциональное оружие – это фугасные бомбы большой мощности. Это фугасные бомбы, которым приделали крылья, сделали их планирующими. Одна из таких бомб, если вы помните, несколько месяцев назад поразила многоквартирный дом в Днепропетровске. Там масса жителей погибла в результате этого удара. И тогда мощность этой бомбы была, если я не ошибаюсь, 0,5 тонны. А теперь у них появилось уже 1,5 тонны. И удар будет наноситься этими бомбами за пределами воздушного пространства Украины. То есть, как они предполагают, за пределами действия украинских систем ПВО. Ну вот, я думаю, что это не является секретом для руководства ВСУ, для западных союзников. Поэтому, конечно, широкое применение таких фугасных бомб большой мощности, они могут быть применены, враг это не скрывает, по мостам. В случае, если напряженная сложится для них критическая ситуация, они считают возможным нанесение ударов по мостам с целью их разрушения, уничтожения, для того, чтобы воспрепятствовать быстрому прорыву ВСУ при помощи их механизированных частей. Ну и, судя по тому, что Мордор делал раньше, не исключено, конечно, и нанесение удара по мирным объектам, по жилым
квартала. То есть вот эти разговоры о том, что у нас теперь мы не собираемся тактическое ядерное применять, у нас теперь другое есть, он свидетельствует по большому счету о том, что Кремль сливает или отступает, или сдает одну красную линию за другой. То есть широкомасштабное наступление ВСУ в Крыму, которое может привести к освобождению Крыма, еще несколько месяцев назад трактовалось как жирная красная линия, которую Россия допустить не может. Теперь, оказывается, может. Она будет отвечать, но не тактическим ядерным оружием. Тактическое ядерное, согласно, новых концепций или размышлений, может быть применено в случае, если в ходе вот этого контрнаступления будет нанесен удар по Калининграду. Почему Калининграду, вглубь российской территории? Потому что враг не исключает, что вот эти механизированные части, поскольку, они считают, что они будут иметь целью прорыв на слабых направлениях, плюс прорыв там, где это может иметь большое психологическое, политическое значение, они не исключают, что удар может быть нанесен Белгородскую, по направлению Белгородской области, Брянской области, Курск и чуть ли не направление на Москву. А там Бог его знает, а может быть и Калининград. Так вот, если, по Калининграду будет нанесен удар, тогда они твердо говорят, жестко говорят, пусть тогда, любая из столиц стран НАТО трепещет, мы готовы нанести этот тактический ядерный удар. И вот эта истерия, я ее раньше называл потрясаниями ядерными причиндалами, но можно назвать ее более, так сказать, наукообразно нуклеобесие. Вот. Оно продолжается. На днях что там произошло новенького? Лука, картофельный фюрер, вдруг ни с того ни с сего взвинтил градус истерики и запросил у России нечто, напоминающее 5-ю статью НАТО. То есть, если на Беларусь нападет враг, жесткий, коварный, типа Эстония, Латвия, Литва, а возможно и Польша, то картофельный фюрер очень хочет получить от России железобетонных гарантий о том, что Россия будет за Беларусь, за территорию Беларуси сражаться как за свою собственную территорию. И при этом он намекнул, что он хочет чтобы это было зафиксировано как положено в виде документа. Но с моей точки зрения, опять можно забыть про слово «ядерное», но это свидетельствует, на мой взгляд, о почти полном сливании, если это произойдет, полном сливании Лукашенко Беларуси как независимого или квазинезависимого государства. Потому что это должно означать, вот тот документ, который он сказал, мы найдем форму. А какая может быть форма? Это надо, чтобы Россия гарантированно защищала территорию Беларуси. Но это бредовый, мы все понимаем, что это бредовый сценарий, потому что никто не собирается нападать на Беларусь. Но если следовать логике Лукашенко, то для того, чтобы получить такие гарантии, Россия должна или инкорпорировать, то есть Беларусь должна вообще слиться в качестве единого государства с Россией, или же они должны сформировать нечто вроде конфедерации. Конфедерация – это объединение двух государств, с точки зрения теории государства и права, объединение двух государств, прежде всего, в основном, в целях совместной обороны против какой-то внешней угрозы. Кстати, Соединенные Штаты тоже на начальном этапе, это была конфедерация для совместных действий против
колониальной бывшей империи в виде Великобритании. В какой степени, наверное, можно это отнести и соглашение 1654 года между Украиной и Московским княжеством для совместной обороны. Ну, и это была фактически по содержанию конфедеративная документа конфедерации двух независимых государств. Ну, и Московия, как всегда, это соглашение проигнорировала и превратила конфедерацию, значит, в единое государство под своим контролем. Кстати, я вот обратил внимание, когда я обдумывал это заявление Луки, я вспомнил недавний визит Зеленского в Польшу, где оба президента высказались за то, что когда-то в обозримом будущем между двумя странами не будет существовать границ. Дальше мысль эта не развивалась. Во всяком случае, я не читал, не слышал развития этой мысли. Но один из вариантов, вот, возможно, конфедерация, так по большому счету. Это договор между двумя государствами, двумя и более государствами, главная цель которого – совместная оборона. Ну и тут вот возникает вариант, один из вариантов обеспечения безопасности Украины после победы, после победного окончания войны. Это конфедерация Украины с рядом восточноевропейских членов НАТО с подключением туда Великобритании. Повторяю, это так, чисто гипотетически, но один из вариантов. Далее, по поводу нуклеобесия. Вот у них как-то так вот потряс Лукашенко вместе с Путиным заявлением о размещении тактического ядерного в Беларуси, а американцы как-то так проигнорировали. Теперь, значит, Лука запросил вот эту 5-ю статью от России, и даже никакой паники в Вашингтоне нет. Хотя они там разгоняют у себя на соловьиных пометах, что Запад чуть ли не в обмороке от страха, но на самом деле ничего этого нету. И приходится поднимать нуклеобесие на более высокий уровень, и вот уже поползли слухи, пока это слухи, они пока не выплеснуты на подмостки соловьиных пометов, но я очень подозреваю, что они там могут появиться уже в ближайшее время. Идея о том, что Россия готова разместить свои ракеты на Кубе, ни больше, ни меньше. Поэтому им нужно, конечно, то есть в своем идиотизме, от отчаяния они уже перешли все красные линии. Но вот насчет этой красной линии им надо подумать, потому что, совсем идиотская мысль, если они ее обсуждают. Во-первых, никакая Куба не позволит разместить российские ракеты на своей территории. То есть, это смешно. Тогда, в 60-х, в начале 60-х, ситуация была совсем другая. Советский Союз – это был уважаемое, мощное, сильное государство. Действительно была вторая армия мира, хотя и блефовали по поводу своего ядерного оружия. Тогда режим был такой неустойчивый на Кубе. Они сунулись, я имею в виду Фидель Кастро, первым делом в Америку, а там его как-то так не зауважали и не уделили ему должного внимания. Он в отчаянии, что делать? Единственное, надо поворачиваться к Москве. И Москва поставила условия. И потом кинула. Самый большой урок важный кубинцы вынесли тогда, когда Хрущев по результатам этого кризиса карибского, он убрал ракеты, даже не посоветовавшись с кубинскими товарищами. И уже тогда, в 1962 году, в конце 1962 года, на Кубе поняли, что с Москвой, с Кремлем связываться не стоит. Все равно кинут. Поэтому сейчас, в настоящее время, это детский лепет просто, где-то влажные детские мечты. Без всякого основания. Но, тем не менее, посмотрим. То есть, вот для меня каждое новое потрясание вот этого проявления нуклеобесия, потрясание слова «ядерный»,
ядерное оружие, они свидетельствуют о том, что градус отчаяния там просто нарастает. Сабель становится все меньше, как сказал один из экспертов на CNN, комментируя объявление Путина о размещении тактического ядерного в Беларуси. Поэтому приходится изобретать любые самые идиотские проекты, мультики, фальшивки, лишь бы там было слово «ядерное». Ну, а тем временем экономика стремительным домкратом падает вниз. Вот недавно были сообщения о аресте корреспондента Wall Street Journal в Москве Эвана Гершковича. Я абсолютно уверен, что это абсолютная провокация, подстава. Если хотите, напишите мне, я вам проанализирую, как российские спецслужбы делают провокацию против иностранных, и включая американское. Это не первый случай, когда в России, Москва, спецслужбы задерживают совершенно по подстроенному поводу, на основании чистого или провокации арестовывают американских журналистов. В предыдущем случае это был 86-й Николас Данилов в Москве, на Воробьевых горах, тогда это были Ленинские горы, был таким же образом арестован КГБ, брошен за решетку, потом его обменяли. Но не суть дела. Один из вариантов, почему именно его выбрали, могли бы и другого выбрать, потому что буквально несколько дней до этого он опубликовал в Wall Street Journal большую, хорошую статью о состоянии российской экономики, смысл которой состоял в том, что она распадается, она разлагается по всем направлениям, все падает, все трещит, проблеска никакого, дальше только хуже. Ну вот, видимо, это и послужило, так сказать, как спусковой крючок для принятия решений, что мы вот этого, именно этого, а никого другого повяжем. Ну и еще, вот в этом году исполняется круглая дата – 200 лет. 200 лет с одного знаменательного события в истории России. 200 лет назад великий русский классик Александр Сергеевич Пушкин, хотя он, согласно историческим данным, которые имеются, он не совсем русский, он, согласно мнению некоторых ученых, это на самом деле абиссинский еврей, но тем не менее, значит, он-то считался русским, да. Так вот, он написал стихотворение «Свободы сеятель пустынный». И это величайшее, там всего два абзаца, и это величайшее историческо-философское исследование состояния российского общества, которое до сих пор чрезвычайно актуально. И любой иностранец, который хочет понять загадочную русскую душу, что такое Россия, российское общество, ему, с моей точки зрения, следует начинать именно с этого стихотворения. Кстати, когда я учился в университете, на каком-то этапе мы разбирали эти два абзаца буквально по строчкам. И в каждой строчке был глубочайший философско-исторический смысл. Я вам прочитаю только один абзац, один куплет из этого стихотворения, касающийся русского народа. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Вот так великий русский поэт характеризовал 200 лет состояния русского общества, которое для него был стадом, для которого главное – пастись, то есть кусок хлеба, да, и спать, причем таким глубинным сном, от которого пробудить его совершенно невозможно. Ему не надо дары свободы. Последнее свидетельство историческое – это явление Горбачева, который дал ему эту свободу, а русский народ его за это проклял. И что с ним делают?
причем свои же, свои руководители, его режут и стригут. Из рода в род, из поколения в поколение. Единственное, чем он обладает, это ярмо с погремушками. Погремушки вот сейчас это в виде криков о вставании с колен, о великом русском народе, о русском мире, о том, что нас все боятся, это вот погремушки на ярме, которые одели на шею этого русского народа его же правители. Да бич. И бич сейчас он имеет место быть. Я почему да, и предыдущий, значит, куплет стихотворения называется «Свободы сеятель пустынный». Поэт как бы вот человек, который хочет принести свободу этому народу, и он сеет семена этой свободы на этой земле среди этого народа. И нифига не получается. Все это совершенно, абсолютно напрасная потеря времени. Невозможно разбудить это стадо. Я вспомнил это стихотворение вчера, когда читал свежую статью Foreign Affairs по поводу психологического состояния вот сейчас российского общества. И там интересная мысль была, что вот буквально до начала этой агрессии, до февраля прошлого года, состояние российского общества вот было такое, как описал Пушкин. То есть это была какая-то основная часть общества, основная часть общества, я ее так отношу, 80%, скорее всего 85%, а может уже и 90%. Это вот стадо. Да? А элита, интеллектуальная, я имею в виду элита, это 10-15% в нормальных государствах. В России может быть гораздо меньше, но тем не менее. Так вот, значит, до последнего времени это общество жило действительно в автономном режиме. Режим был такой: мы и они. То есть мы народ и они. Они – это были правители. Это Кремль был, все эти самые спецслужбы, руководство там Кореша Путина, ну и там олигархи, обслуживающий персонал. Это они. А остальное – это народ, у которого благодаря там, пролившийся на него дождь золотых нефтедолларов как-то улучшил его жизненный уровень. И народ как-то так рассуждал: да и черт с ним, что они делают, мы не вмешиваемся в политику, мы не идем в оппозицию, мы их не обсуждаем, пусть они грабят страну, строят свои дворцы, покупают яхты, самолеты, но нам какие-то крохи достаются, и то на этом спасибо. Вот мы вне политики, мы автономные, и мы спокойные. То есть паситесь, мирные народы. Но с началом агрессии, и вот чем дальше, тем сильнее, СМИ, пропагандистским СМИ Кремля удалось изменить ситуацию. Теперь мы и они определяется таким образом. Мы – это вообще все россияне. То есть практически, я не знаю, то есть вот автор статьи, он ссылается на опросы, проведенные российскими организациями, включая Леваду, которую считают либеральным, более-менее объективным, хотя я считаю, что в России не может быть объективных опросов общественного мнения в принципе, потому что сейчас запуган этот народ, когда к нему обращаются с любыми вот такими вопросами, касающиеся его политической ориентации философской. Он отвечает так, как положено, как об этом говорят на соловьином помете. Но тем не менее, значит, считается, что кремлевской пропаганде вот на настоящий момент удалось усадить в одну лодку и вот этот глубинный народ, и то ярмо этих негодяев, которые кремлевских и окружений этих кремлевских негодяев, которые фактически надели ему ярмо, теперь посадили вместе с собой в одну лодку и сделали их заложниками. И теперь для вот этого глубинного русского народа водораздел – это мы, это весь русский народ, а они – это вот те, которые якобы на них напали. А сюда, ну, вы сами понимаете,
Соединенные Штаты на них напали, ведут против них войну, используя Украину. НАТО на них напало, ну и все, и все остальное. И отсюда ответ, значит, а что делать? Ну, так, они на нас напали, экзистенциальная угроза для нас, мы должны сопротивляться. А почему они напали? То есть, зачем, как, почему? Ну и ответ такой мычание. А чё они? Ну а чё они? Вот чё? Кто они? Чё они? Одному Богу известно. Но зачем я это все рассказываю? Это проявление психологической, идеологической фашизации страны. Вот то же самое происходило в Германии, где-то вот начиная накануне 1933 года и в течение нескольких лет после этого, вплоть до начала Первой мировой войны. Ведь согласно исследованиям историков немецких и других западных историков, то есть народ германский, который выбрал фюрера в 1933 году, он не выбрал его под лозунгом «вперед в войну, покорять совместные страны» там и так далее. Его выбрали для того, чтобы он избавил его от тягот Версальского мира, вот этих поборов, тех платежей, контрибуций, которые должны платить и так далее. А дальше все пошло по накатанной. Нацистская пропаганда там и так далее. Все это закончилось Второй мировой войной. Вот что, согласно этой статье, которую я прочитал, я считаю, она должна быть интересной, потому что это надо принимать во внимание, когда мы определяем, что делать дальше, как бороться. То есть идет фашизация. Кремль, значит, он понимает, ему отступать некуда. И он посадил вот этот при помощи своей фашистской пропаганды в одну лодку с собой весь народ в качестве заложников. Выход один. То есть с этим народом, с этим режимом, который посадил народ рядом с собой на пороховую бочку в качестве заложников, полюбовно решать никакие вопросы невозможно. Там конструкции всевозможные, Си Цзиньпина, Макрона и так далее, они висят просто в воздухе. Только сила. В связи с этим, господа, как обычно, слава Украине и вооруженным силам, которые единственные, которые могут внести решающий вклад вот в разрешение вот этой сложнейшей, мрачнейшей ситуации в мире. Я уверен, что они это сделают. Слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в неизбежность нашей победы. До новых скорых встреч.